Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим. Он злится на вас не на шутку. Почему? Давайте смотреть. Задумайте, загадайте мужчину. Чем лучше задумаете, тем больше вероятности, что это будет именно ваш расклад. Можете под видео написать Светлана, Светлолов, знак зодиака. Можете поставить смайлик, сердечко, цветочек, написать комментарий. Можете его имя написать под видео. Можете написать «принимаю», если видео понравилось, хотите, чтобы проигралось. Итак, он злится на вас не на шутку. Почему же? Что у нас тут? Какой мужчина? Ну вот, забор между вами. Кто из вас построил забор, да? Это может быть и блок, это может быть и нежелание общаться, это может быть страх быть непонятым, это может быть какой-то затык после ссоры. И, в принципе, могут быть отношения качели. То холодно, то горячо, да, ну вот пятерка мечей, ой, пятерка жезлов, да, то есть карта сплетен, карта ссор, а также карта, знаете, когда люди соревнуются друг с другом, когда тянут одеяло каждый сам на себя, да, когда все время спорят, не могут найти общий язык, не могут найти понимание, рвет на части вас, рвет на части его, и, в общем, получается в итоге, что попало, что с этим делать, тоже непонятно. Какая-то вот такая вот ситуация. Хочется прояснения мужчине по этим картам. Давайте посмотрим дальше, что еще. Две карты, хорошо, пусть будут. Ну, несмотря ни на что, вы для него императрица. То есть он вас очень высоко ценит. Императрица для мужчины не случайная женщина, да? Женщина, с которой он хотел бы быть вместе. Смотрите, вы императрица, он король кубков. Между вами закрытая дверь. Есть же с вашей стороны, возможно, и было желание помириться, но с его стороны дверь была закрыта, да? Или сейчас закрыта. Что он думает о вас? Опять же, король кубков — это может быть очень эмоциональный мужчина, как говорится, с тонкой душевной организацией, да? Который способен из мухи сделать слона, который, в общем-то, знаете, из любого слова, из любого взгляда, из чего угодно может сделать действительно целую трагедию, да? Вот, а ты меня не любишь, и постоянно требовать каких-то от вас объяснений, постоянно требовать от вас каких-то доказательств вашей любви. Ну, в общем, сложно с таким человеком, потому что он сам не знает, чего он хочет. Эмоционально часто нестабилен. А иногда и абьюзеры тоже у нас короли кубков. Такое тоже может быть. Арбузер, да, как говорится. Ладно, давайте смотреть дальше. Мысли, что у него в голове. Мысли, что у него в голове. Сожаления какие-то, хочется большего, чем есть. А что ж, карты летят, торопятся. А вы непонятно чего хотите, звезда. Предъявляете ему какие-то претензии, несуществующие в его понимании. Или вообще холодно на него сверху вниз смотрите. А это нечестно, а надо поговорить, а надо как-то вот все это расставить точки над и понять, что происходит. Мужчина обесценивает каким-то образом отношения, считает, что меняться должны вы почему-то. При этом почему прекращаете отношения он не хочет, он хочет свидания. Он хочет, чтобы все изменилось. Вы, возможно, считаете, что отношения зашли в тупик, а почему? Сложно все очень. Переживаете. А возможно, это его переживания, девочки. Но есть любовь. Давайте посмотрим чувства. Чувства. Расстояние, охлаждение, пауза. Я не хочу с ней общаться. Он на вас очень злится. Да, действительно злится. Психует, считает, что я не хочу ее видеть. Вот я обиделся, я не хочу ее видеть. Почему? Давайте посмотрим подсознание. Что это ты не хочешь ее видеть? Луна. Сам не знаю, чего хочу. Она королева жезлов. Ну, возможно, вы, знаете, начали задавать неудобные вопросы. Потому что он вот выпал у нас королем кубков. Король кубков очень не любит неудобных вопросов, вопросов в лоб. Он всегда отвечает обтекаемо, может задавать даже вопросом на вопрос, да, и, знаете, такой еврейский вариант отвечать. То есть не любит он
вопросов в лоб, потому что как бы всегда юлит, всегда он сам себя не понимает, не то чтобы вас понять, да, настроение меняется как погода, а вы как что-то конкретно, вот, да, или вопросы какие-то, или повели себя как-то конкретно, потому что королева жезлов, она такая девушка конкретная, она знает, чего хочет, она знает себе цену, и она вот в лоб может спросить, сказать, прокомментировать что-то. Такое тоже может быть, потому что по пятерке это может быть ущемленное самолюбие. Он обиделся на вас, вы ущемили его достоинство каким-то образом. Вот, давайте посмотрим еще. Что еще? Я думала, она меня любит, а она думает только о себе. Ну, что-то какие тут обвинения, и поэтому я не хочу с ней общаться. Вот как-то так. И все же. Он злится на вас не на шутку. Почему? Почему злится мужчина? Хотя частично мы уже ответили на вопрос. Так, частично мы на вопрос уже ответили. Ну, вы знаете, потому что ему плохо без вас. Ему без вас плохо, и он злится на вас за то, что ему плохо и одиноко без вас. Знаете, вот весь этот демарш, да, вся эта показуха, вот я не хочу с тобой говорить, вот я не хочу с тобой общаться, это все, чтобы заставить вас проявиться первой. Сказать, ну что ты, милый, я же тебя люблю, да, давай там помиримся. То есть таким образом тут действительно мужчина абьюзит, и тут он пытается на вас переложить чувство вины, чувство обиды, а на сам свое он транслирует на вас. А на самом деле ему без вас одиноко, и он очень хотел бы, чтобы вы проявились, помирились, сказали, ну давай, ну не будем, ну что ты, ну, ты же меня любишь, я тебя люблю, да, привить вам это чувство вины. Что еще? Следит за вашей жизнью, он не отпустил вас и не забыл вас. А хотел ли он помириться? Хотел бы он помириться. Ну, помириться тут он как бы и хотел бы, но по Иерофанту, может быть, на своих условиях. Он сейчас всячески демонстрирует вам свою обиду. Зачем он это делает? Чтобы вы почувствовали себя виноватой. А хочет ли он наладить отношения? Хочет ли он наладить отношения? Да, хочет. А придет ли он мириться первый? Состоится ли нормальный разговор, а не вот это вот нервотрепка, нервомотание? Состоится ли между вами нормальный разговор? Ой, сложно, девочки, потому что король жезлов, мужчина импульсивный. Он сам еще не знает, хочет ли он этого разговора. Пока, вот он злится, истерит и хочет, чтобы вы чувствовали себя виноватой. А состоится ли разговор? Пока нет. Пока нет. А почему? Потому что он не знает, готовы ли вы к примирению. Вся эта истерика показушная и обида, это для того, чтобы легче было с вами помириться. Вы будете чувствовать себя виноватой и скорее пойдете на контакт. Ну вот как-то так. Вот такая вот история, вот такой вот хитрый план с его стороны. Напишите, чей это у нас такой истеричный, который не знает сам, чего хочет. Ну да, они, в общем-то, водные мужчины, они такие есть. А я вам говорю всего хорошего. Пока-пока.